В этом видео будет парочка дельных советов, логичное объяснение возможного чуда и смешной толстый котик, точнее кошечка. Стакан воды. Техника основана на давно возникшем мнении, что вода может сохранять и передавать информацию. Я уже довольно взрослый человек и отлично помню 90-е и экстрасенсов, которые заряжали воду через телевизор. Экстрасенсы, которые работали, так сказать, оффлайн, тоже так делали, заряжали воду для своих клиентов. К одной из таких меня отправила мама, потому что у меня часто и очень сильно болела голова, и ничего и никто мне не мог помочь. Я ходила к этой женщине с 3-литровой банкой, наливала в нее воду и ждала свою очередь. Там всегда было 3-4 человека, которые ожидали. Когда очередь подходила, экстрасенша брала твою банку и наговаривала на твою воду правильные слова. Потом эту воду нужно было пить и всячески исцеляться. Но однажды произошла такая ситуация. К этой женщине-экстрасенсу пришла дама, которой изменял муж. И при мне, при всех ожидающих, экстрасенша начала заряжать воду для любовницы. И она говорила такие страшные вещи, что даже я, обычный подросток, была в шоке. Я оттуда тогда сбежала и больше к той тетке не приходила ни разу. Кстати, сейчас я вспоминаю, что сама она была очень-очень тучной женщиной, килограммов под 170. И у нее очень серьезно и неизлечимо болела дочь. Наверное, я понимаю, почему с ними все это происходило. Ну да ладно, это маленькая история из жизни, давайте вернемся к настоящему. В разных роликах, посвященных технике «Стакан воды», говорится об исполнении желаний. Но я не думаю, что она будет действенной для желания типа «хочу новый смартфон» и путешествия в Занзибар. Мое мнение, эта техника хороша для работы со своими эмоциями и своим телом. Выпивая стакан воды, я ожидаю изменения внутри, а не снаружи. Что нужно сделать? Традиционно все просто. Нужно описать желаемое состояние на листке бумаги авторучкой. Кратко, лаконично и очень точно, без отрицаний и негатива. На лист с написанным текстом я ставлю стакан воды и оставляю его на ночь. Если в начале было слово, то и письменное слово должно работать. Утром я беру этот стакан и наговариваю на воду то, что написано на моем листочке. Говорю, наклонившись настолько близко, чтобы вода подрагивала от моего шепота. А руками обхватываю стакан, но не касаюсь его, держу руки в паре сантиметров от его стенок. Я делаю эту практику каждый день утром, и потом иду заниматься своими делами. Кстати, в монтаже этого ролика я как раз отразила эту идею. Обязательно нужно помнить, что любая практика не освобождает нас от ответственности за свою жизнь. Если я хочу стройности и здоровья, то, проговаривая на воду это пожелание этого состояния, я не должна лежать днями на диване и есть как 10 здоровых викингов. И будучи сама довольно полной, я очень хорошо понимаю, что никакой стакан воды не поможет, если эту самую попу от дивана не оторвать. Но если начать делать что-то для себя, хоть что-то, начать даже с малого, то и чудесные перемены также начнут происходить. И применяемые практики будут очень в этом помогать. Кто-то скажет, если начать что-то делать и начать прилагать усилия, то изменения и так случатся. И я согласна, отчасти так оно и есть. Но давайте отдадим должное силе самовнушения и силе большого человеческого желания. Конечно, если у человека нет руки, увы, она не вырастет, как бы он этого не желал. Но зато известны случаи, когда люди, прикованные к инвалидному креслу, вставали и начинали ходить. Я думаю, практика «Стакан воды» будет очень кстати для человека, который хочет изменить свое эмоциональное состояние, побудить себя самого к действию, помочь себе поверить, что он сможет реализовать задуманное. И чудеса, связанные с пожеланием человека, обязательно произойдут. Найдутся нужные люди, или врач найдет путь к исцелению, или удивительным образом сложатся обстоятельства.
А в случае с рукой, возможно, человек получит в подарок современный бионический протез. Поверить в себя и повернуться в сторону своей мечты – это очень важно. Но, кстати, если вы совсем не верите в чудеса, то поверьте хотя бы в психологию. Чем эта практика не НЛП? А вот на что я совсем не обращаю внимания при выполнении этой практики, так это на источник воды. Я городская жительница, и найти чистую родниковую воду мне довольно сложно. Поэтому я просто использую воду из-под крана и фильтр. И раз уж мы заговорили про НЛП, я думаю, что можно настроить свой стакан воды, например, на спокойствие, расслабление и здоровый сон, если с ним есть проблемы. И выпивать эту воду за пару часов до сна. Я думаю, что результат будет очень хорошим. Что касается меня, то сейчас свой стакан воды я настраиваю на энергию, бодрость духа, на здоровое тело и настроенность. И рассчитываю на то, что данная техника поможет мне все это реализовать. А результат ожидаю получить к концу этого года. Кстати, даже если все приведенные аргументы для вас не аргументы, выпивая утром стакан воды, вы увеличиваете количество употребляемой воды в сутки, и это приносит пользу вашему организму.